всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Коллекция для осеннего отпуска на берегу холодного моря. Так, вкратце, мне бы хотелось описать новую линейку образов дома Шанель осень-зима 2024-2025, представленную брендом на неделе моды в Париже. Во время показа креативный директор Виржини Виар предложила всем гостям модного шоу на время покинуть столицу и совершить путешествие в Нормандию, в удивительный город Девиль на побережье Ла-Манша. Не в буквальном смысле, конечно, а в воображении. Престижный морской курорт был построен еще в XIX веке специально для того, чтобы парижская знать обрела персональное место для отдыха, где можно было бы принимать морские воздушные ванны, не особенно страдая от солнца. И демонстрировать при этом свое богатство, не боясь показаться бестактным. Прогулка по пляжу вдоль кромки воды всегда были в этом месте светским развлечением, а вот купание в море считалось неприличным. Негласное правило впервые было нарушено Коко Шанель. Именно она и ее друг первыми совершили героический заплыв, о котором после писали в газетах. Еще Девиль стал тем знаковым городом, где началась история дома Шанель. Ведь здесь Габриэль открыла свой первый шляпный магазин, помимо того, что ввела моду на загар. Тельняшка, твид, джерси, Девиль стал тем местом, где родился простой и смелый, ставший культовым стиль Шанель. Коко создает здесь свою первую коллекцию спортивной одежды, используя ткани, с которой тогда шили мужское нижнее белье. Коллекция на то время оказалась настоящей революцией в мире моды, изменившей отношение женщин к себе и своему телу. И вот сегодня Виржини Виар решила обратиться к тем далеким 20-м прошлого века, когда все только начиналось. Для сценографии шоу организаторы попытались воссоздать в качестве подиума знаменитую набережную с дощатым покрытием. На огромных экранах мелькали пейзажи курортного города с его прекрасными рассветами и закатами. Отсюда неудивительно, что для символической связи с модными образами тех лет в нынешних элегантных женственных луках появились роскошные шляпы от солнца с загнутыми назад полями. Да, возможно, столь эффектный головной убор смотрелся бы более уместно с купальником, но у нас сейчас совсем другая история. Согласно теме коллекции, модели вышли на променад в довольно прохладный осенний день, когда легкая летняя романтика позади, и от сырого ветра уже приходится укутываться в твидовое пальто либо трикотажный кардиган, брючные костюмы, похожие на уютные домашние пижамы, теплые дубленки и свитеры, вспоминая азы многослойности. А вот кепи с козырьком, однотонные либо в клетку, кто-то даже назвал головными уборами для гопников, отмечая, что как-то не сильно они вяжутся с буржуазным шиком курорта. Однако, на мой взгляд, кепи, напротив, добавляют в образы задорную нотку дерзости, непринужденности, запросто объединяют в одном аутфите разные эпохи – 20-е, 70-е, нулевые, и в этом тоже есть свое очарование Шанель. Цветовая палитра модных нарядов повторяла оттенки живописных улиц Девиля, всю природную красоту исторического места и постоянно меняющиеся краски неба. Как отметила в комментариях Виржини Виар, это очень теплая коллекция, со слоями материалов, цветов и объемов. Она отдает дань легендарному месту, где судьба Габриэль Шанель навсегда изменилась. Мне, друзья, коллекция понравилась. Много из представленного осенне-зимнего гардероба хоть сейчас надевай и иди. Единственный минус, вернее вопрос, почему модели выходят на подиум с такими выражениями лиц, будто они нам делают одолжение, что участвуют в дефиле. Зато за кулисами эти же девушки так искренне и красиво улыбаются. Почему люкс никак не поймет, что с этим пора уже что-то делать? Но не работает в современном мире вся эта псевдонадменность. В остальном замечаний нет. А что из новой коллекции больше всего запомнилось вам, мои дорогие зрители? За какие дизайнерские решения VR можно уверенно поставить лайк? С интересом жду обсуждения модных новинок от бренда Шанель в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем красоты, позитива и яркого, солнечного настроения!